Привет, это Дмитрий Низовцев, и сегодня мы с вами обсудим один единственный вопрос. Где Алексей Навальный? На этот вопрос одновременно есть ответ и нет. Да, так бывает. Ни адвокаты Алексея, ни его родственники, никто не был уведомлен о том, что Навального переводят из матросской тишины и куда-то увозят. 25 февраля утром он успел написать: «Мне сказали собирать вещи, куда-то переводят». То ли в соседнюю камеру, то ли в соседний регион. То есть официально, где находится Алексей Навальный, мы до сих пор не знаем. Но параллельно с этим, посмотрите сами, источник на источнике, журналисты, правозащитники, все говорят, что Навальный был доставлен сюда. Владимирская область, город Покров. Исправительная колония номер 2. Последние полгода весь мир следил за тем, что происходило с Алексеем Навальным. Отравление, больница в Омске, вранье местных врачей, эвакуация, новичок, извивающиеся российские пропагандисты и чиновники, раскрытие собственного отравления, разговор Навального с сотрудником ФСБ и вранье Путина. Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Потом возвращение в Россию, арест, фильм про дворец, суды и еще суды, последние слова, приговор. Десятки, если не сотни миллионов людей по всему миру, не отрываясь, следят за жизнью одного человека, потому что этот человек – главный враг Путина. А сейчас по плану Путина должна наступить тишина. 2,5 года долгожданной тишины. Путину кажется, что наконец-то исполняется его главная мечта. Навальный исчезает. Никто не знает, где он и что он. Никто не следит за тем, что Навальный делает и говорит. Но мы, конечно, не станем так радовать Владимира Владимировича. Не в этот раз. Поэтому сегодня я приглашаю вас на экскурсию по месту, где Алексей Навальный, скорее всего, проведет следующие 2,5 года своей жизни. Мы покажем вам, как это место выглядит и как устроено, что такое российская тюрьма и как Путин решил мстить Навальному дальше. Суть исправительной колонии номер 2 в Покрове, если коротко: здесь ничего нельзя. Мы поговорили с теми, кто тут сидел, кто здесь бывал, у кого здесь сидят родственники, и каждый раз мы слышали одно и то же: ничего нельзя. Но когда стало понятно, что Алексей этапирует, я сразу, честно признаюсь, подумала, что если бы я была теми людьми, которые хотят делать его жизнь плохой, то, наверное, я бы на их месте подумала про Покров. Унижение, психологическое давление, физическое насилие, угрозы и полная изоляция. Это то, что в России называется законным наказанием и путем к исправлению. Но на самом деле это пытка. Исправительная колония номер 2 – это одна из самых режимных зон. Так называемая красная. Здесь правят не арестанты, как в черных зонах, а администрация, ну и заключенные, которых эта администрация использует как рабов. Давайте прямо с самого начала. Из СИЗО доставляют вот сюда. Выгружают из машины, забирают вещи, заставляют встать лицом к стене и приседать, а потом бьют. Сразу. По многочисленным рассказам, первое, что с тобой происходит, когда ты попадаешь на территорию, тебя избивают. Ну, я слышал многократные истории о том, что, например, отбивают пятки в этой колонии. Так что физическое насилие до сих пор там есть. Это профилактика, чтобы каждый знал свое место. Навального не били, и это настолько поразительно, что СМИ даже выпустили об этом новость. Хорошее начало, не правда ли? Потом досмотр. Заключенный идет в штрафной изолятор. Там, на глазах у администрации и других заключенных, ты раздеваешься догола, снова приседаешь, тебе выдают форму, штаны, рубашку, нижнее белье, комплект верхней одежды. Это все твои вещи на следующие несколько лет. Тут же бреют машинкой на лысо и фотографируют. Дальше психолог. И вот это сервис, скажут многие. Надо же, психолог. Меня зовут Екатерина Гинчак. Я работаю старшим специалистом по социальной работе группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных в Федеральном казенном учреждении исправительная колония номер 2 УСИН России по Владимирской области. Моя работа состоит из 3 основных этапов. На первом этапе, в карантинном отделении, меня интересуют такие параметры, как семейное положение, характер связи с родственниками, отношение к религии, жилищные условия до осуждения, наличие профессии или специальности, уровень образования, жизненные планы на период отбывания наказания и после освобождения. Но на деле все не так. Психологу вообще не интересно про тебя ничего. Психолог, он выдает вот такие цветные карточки и просит разложить их в порядке того, как они тебе нравятся. И так несколько раз. Вот смотрите, вот синий цвет. Синий цвет символизирует спокойствие. Дальше
Например, красный. Красный символизирует силу воли. Выбираешь, раскладываешь, а психолог, наверное, какие-то выводы из этого пасьянса делает важные. Вот и, кстати, желтый. Желтый – это стремление к общению. Тем, кто его выбрал, можно только посочувствовать. Главное правило этой колонии – в Покрове никакого общения и полная изоляция. Но об этом позже. После психолога беседа с врачом. Тут тоже все просто. Если у тебя нет медицинской карты, то и болезни у тебя тоже вроде как нет. Отравили новичком, был 3 недели в коме и несколько месяцев назад научился заново ходить и говорить, так показывай медкарту. А если там не записано, то этого и не существует. Так что надеяться на медицинскую помощь человеку, который недавно еще перенес там тяжелейшее отравление, не стоит вообще никакой. Более того, с воли лекарства никакие не передают. Там лекарств, кроме укола анальгина, никакого нету, и его даже не делают. Вот, если только там начальник колонии позвонит, ну, укол анальгина сделают. Но, сами понимаете, он у них от всех болезней. Так что надеяться на медицинскую помощь там не стоит ни на какую. Далее беседа с администрацией. Тут либо снова бьют, либо психологически унижают. В общем, напоминают, ты не человек и прав у тебя нет. Проследуйте в карантин. По дороге из штрафного изолятора все останавливаются вот тут. Заключенным в руки дают метлу. Что? Зачем? Объясняю. Ты должен взять метлу и начать мести, а потом на камеру, обязательно на камеру, тебя снимает администрация, сказать: я не поддерживаю арестантский уклад жизни. Это что-то типа специальной унизительной присяги. Есть такая 106-я статья Уголовно-исполнительного кодекса. Все заставляют ее там подписывать, как раз вот эта история, когда ты после этапа встаешь с веником и на видеокамеру говоришь, что не поддерживаешь арестантские порядки, обязуешься выполнять 106-ю статью. Карантин проходит тут. 2 недели издевательств и максимального давления. Здесь ты знакомишься с главной фишкой этой колонии. Здесь нельзя разговаривать. Ну, то есть вообще нельзя. Ты живешь в комнате с несколькими десятками человек и не можешь с ними разговаривать. Это полностью запрещено. Даже 2 дня попробуйте помолчать, и вы поймете, насколько это тяжелая ситуация. А когда вас заставляют молчать 8 месяцев, там месяц, изменения структурной личности, они неизбежны происходят. И вы, если даже вы не будете выполнять это требование, но его выполнят все остальные осужденные, которые будут вокруг вас, и вы будете в изоляции находиться. Твой день на карантине выглядит как непрекращающаяся череда бессмысленных заданий. Ты никогда не существуешь просто так, ты постоянно что-то делаешь, выполняешь распоряжения, подъем, распоряжение пройти на зарядку, слушаешь гимн, потом распоряжение заправить кровать, потом распоряжение заправить кровать еще раз, или снять с себя все вещи, сложить их по уставу, а потом надеть заново. Потом распоряжение выстроиться в ряд и сделать доклад. Это происходит десятки раз в день. Ты стоишь по струнке и докладываешь. Фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, начало срока, конец срока. Осужденный Демушкин Дмитрий Николаевич, 1979 года рождения, осужден по статье 282 части 1 на срок 2 года 6 месяцев, начало срока 26.10.2016 года, конец срока 20.04.2019 года, склонен к экстремизму, терроризму, к нападению сотрудников правоохранительных органов, отряд номер 2. Потом может поступить распоряжение повторить зарядку, снова приседать или махать руками, или распоряжение стоять, или распоряжение снова заправлять кровать. Десятки раз подряд люди выполняют бессмысленные ритуалы, над ними просто издеваются, ломают психику. Теперь мы дошли до особенно интересной части. Эти распоряжения раздают не надсмотрщики и даже не сотрудники колонии. Это делают так называемые дневальные или активисты, как их тут называют. Это такие же зэки, которые договорились с администрацией и за поблажки выполняют их работу. Прежде всего, активисты подбираются для того, чтобы организовать работу в самом учреждении, упростить для администрации. На это люди, как правило, идут, им обещают, что условно-досрочное раньше всех, другое отношение со стороны администрации, им дают послабление, при приезде родственникам лишний раз дают свидание и все остальное. Это как вроде полицаи. Вот некоторые как бы вынуждены были идти, да, чтобы кусок хлеба во время войны, хоть он и предатель, да, а другой шел преднамеренно, как бы власть поменялась, вот сейчас я вам и отрывается. И таких случаев, к сожалению, в учреждении очень много, когда они, даже я знаю такие моменты, когда преднамеренно скидывают всех осужденных, которых приехали на карантин, и туда впускают именно вот этих людей, актив, да, чтобы они работали. Они начинают прессовать.
вновь прибывших по полной программе. И назвать это нормальной работой я не могу, отсюда их и ненавидят. Они тобой командуют, они заставляют тебя 3 часа подряд заправлять и расправлять кровать или велят тебе выучить наизусть список сотрудников колонии. Они могут тебя обыскать, могут избить, могут делать все, что угодно. В ходе активиста, если вы не стоите, вы должны встать. Но представьте, если 55 человек в бараке и 20 активистов ходят по бараку, вы как Ванька-встанька фактически там. Эти зэки существуют на особых условиях. Им, например, можно мыться, когда хочешь, или можно не держать постоянно руки за спиной. За это они делают работу тюремщиков, не отходят от других заключенных круглые сутки, ведут журналы учета, где записывают каждое твое слово, каждый ответ, а потом несут это досье на поверку начальству. После карантина всех перевозят в барак усиленного режима. Это важная стадия, единственная цель которой – показать, что будет, если вести себя плохо. Чтобы вы понимали, я когда поехал во Владимир, я весил 105 килограмм. На Буре я весил 50 с копейками уже. Здесь все еще нельзя разговаривать между собой, но появляются тюремные развлечения. Например, коллективный просмотр телевизора. Смотрят федеральные каналы, новости или лекции. Заключенных усаживают рядами, каждый обязан держать спину ровно, ноги вместе. Сидишь не так – выговор. Закрыл глаза – выговор. Не смотреть телевизор нельзя. Если посмотреть на меня прямо сейчас, у меня есть какой-то повод для взыскания? Как минимум неформенная одежда, потому что там всем людям, когда ты приезжаешь, выдается роба, выдается штаны, выдается соответствующая обувь. Вы расстегнуты. Вот, первый повод для взыскания. Второй, руки в карманах вы держите, то есть за спиной. Там, да, головной убор неправильно, да, голова не внизу, ножки не вместе. Раскачиваться нельзя, носки соединить. Вот, ручки, да, за спиной. Это уже 4 взыскания сразу, с места. Да, а это сходу, конечно. С точки зрения распорядка дня ничего не меняется. Распоряжение за распоряжением. Часто это просто задание часами стоять и смотреть вниз. Поднял голову – выговор. Не поздоровался – выговор. Расстегнутая пуговица – сразу выговор. Несколько таких выговоров и никакого УДО. Нарушения найти без проблем. То, как сейчас их раздают, там ты можешь даже застегнуть пуговицу, она может случайно расстегнуться. И человек, который постоянно за тобой следит, увидит этот момент и скажет: о, а она расстегнута. Ты можешь 10 раз поздороваться с человеком, а на 11-й раз он выскочит, как было, например, с Котовым, что в какой-то момент он не поздоровался с человеком, с которым уже в этот день здоровался, просто он подошел со спины. Ну, опять, Константин Александрович, вы со мной не поздоровались. То есть с любым человеком, в данном случае, неважно даже политическим или нет, любого осужденного можно подогнать под вот нарушение. Из этого барака усиленного режима потом переводят в обычный, где ты уже будешь постоянно и будет вроде как попроще. Но это теоретически. Практически тебя месяцами могут держать тут. Обычный барак – это огромная комната на 60 человек. Двухъярусные кровати в 2 ряда, каждому человеку положено 2 квадратных метра. Тумбочка и стул. Отсюда водят на работу, раз в неделю в церковь и помыться. В бараке есть душ, но пользоваться им нельзя. Он для активистов, сотрудничающих с администрацией. Личного времени почти не существует. Если тебе повезло, может быть, разрешат час-полтора, когда ты можешь сидеть на краешке табуретки и читать. Но политическим заключенным, как правило, не везет. А так, целый день это либо работа, либо часы обязательного просмотра телевизора. Здесь нет системы электронной почты ФСИН-письмо. Там обычные бумажные письма. Мне, когда я там находился, достаточно много корреспонденции приходило. Но, как вы понимаете, это очень неудобно. Несмотря на то, что Москва рядом, письмо может идти целый месяц. В первую очередь, как я понимаю, оно там держится в отделе цензуры. То есть пока его прочитают, пока тебе его передадут, может пройти очень долгое время. Конечно, это очень неудобно. Когда нужно срочно узнать, что что-то с человеком произошло, что-то случилось, конечно, ждать целый месяц – это достаточно неприятно. Звонки там тоже, там есть возможность звонить. Я звонил каждые 2 недели. Но опять, тебе должны для этого сделать карточку. Многим делают карточку несколько месяцев. И поэтому часто я встречал заключенных, которые в этом лагере находятся 2 месяца, 3, и их родные до сих пор не знают, что они там, потому что нет возможности связи с внешним миром. Приходят только бумажные письма. Чтобы ответить, у тебя есть полчаса времени в неделю. Письма по мне 15 минут в неделю. Чтобы написать письмо, у меня 3-4 недели уходило одно, чтобы вы понимали, месяц. Тебе дадут ручку и бумажку, и можешь пописать. Но дневальный будет сидеть рядом и смотреть, что ты пишешь. Не понравится, просто отберет все
и выбросит. И да, для политических заключенных запрет на общение с другими людьми действует и здесь. То есть весь огромный отряд, там человек 60 там, или 50-60 человек, огромный отряд людей, с которыми ты вместе в бараке, и никто с тобой не разговаривает. 60 человек вокруг тебя, и никто с тобой не И может никто разговаривать. с тобой не разговаривает, да. И со всей очевидностью это не их желание или нежелание с тобой общаться, а какой-то такой вот запрет свыше. Комфортабельные номера для осужденных в Покровской исправительной колонии общего режима в День работников уголовно-исполнительной системы торжественно открыли комплекс для проведения краткосрочных и длительных свиданий с родственниками. Какие условия теперь ожидают заключенных, расскажет Дмитрий Горкин. Уникальное событие не только для Покрова, для всей Владимирской области. Отдельный трехэтажный комплекс долгосрочных свиданий на территории исправительной колонии в 33-м регионе появился впервые. Открытие приурочили ко Дню работников уголовно-исполнительной системы. Ура! В каждой комнате все необходимое. Это почти гостиничные номера, шутят сами заключенные, только с решетками и удручающим пейзажем за окном. Условия очень хорошие. Вот, в комнате имеется санузел, вот, душевая кабина. Вот, потом, вот, если вы видите, вот, кулер у нас, где можно, например, сделать чай. Вот, небольшой холодильничек. Вот, на этаже кухня у нас. Вот эти небольшие 3 дня. Вот, важны они, конечно, и побыть с родственниками большое счастье, как бы радость. По мне 1,5 года не было ни одного свидания, вообще ни у кого. Вот на общем, не у меня, а у всей зоны, даже у завхозов и у активистов, ни у одного свидания за 1,5 года. Вот хоть один правозащитник задал себе вопрос, как на общем режиме, где положено 4 трехдневных свидания, нету ни одного свидания у 800 человек. Вот как-то ни один не задавал. А помните, Алексея Навального недавно наградили статусом склонного к побегу? Забавно, конечно, но знаете, что это значит? Это значит, что каждые 2 часа к нему подходит человек с видеокамерой и заставляет его делать доклад. Фамилия, имя, отчество, год рождения, ну вы помните. А ночью каждый час приходит сотрудник колонии, светит фонариком и снимает его спящего или даже будет, просто чтобы тот представился. Все это настоящая, в прямом смысле слова, пытка. Целенаправленное уничтожение человека, издевательство над личностью, и это не имеет никакого отношения к закону и справедливости. Это настоящее средневековье, созданное руками Путина и его чиновников в центре Европы в 2021 году. Ну и, конечно, мы не были бы сами собой, если бы не показали вам это место с воздуха. Это здание, безусловно, самое нероскошное из тех, которые мы показывали на этом канале. Его официальное название – Федеральное казенное учреждение, исправительная колония номер 2, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области. Сюда Владимир Путин отправил Навального отбывать наказание за то, что Алексей выжил после отравления, рассказал о своих отравителях из ФСБ, а потом еще и показал всему миру дворец Путина. Здесь могут содержаться до 800 заключенных, и одним из них, судя по всему, ближайшие 2,5 года будет Алексей Навальный. Прямо перед нами административное здание и вход в колонию. Здесь комната для встреч с адвокатами. И здесь же должны проходить длительные свидания с родственниками. Должны, но не проходят. 2 здания за ним – это штрафные изоляторы для провинившихся и место, предназначенное для приема новоприбывших. Слева деревянная церковь, а чуть правее, неожиданно, декоративная ветряная мельница. А вот главный административный корпус. Там находится столовая, библиотека и кабинеты главного начальства. Ну и, конечно, бараки заключенных. Они двухэтажные, огороженные участки перед ними – особая территория, где заключенные стоят на проверке и куда выходят гулять. Двориков много, чтобы люди между собой не общались. С другого ракурса отлично видно сторожевую вышку и 5 заборов, за которыми находится колония. Слева видны 2 здания-близнеца. Дальнее – это помещение отряда строгих условий содержания и карантинного отряда, а ближнее – это техникум и медсанчасть. И мы подлетаем к промышленной зоне и так называемой ремке – территории, где работают осужденные, занимающиеся поддержанием работы лагеря. Попросту говоря, ремонтируют сантехнику и электрику. Здание с черной крышей, банный комплекс и прачечная. Туда водят постирать постельное белье и помыться, но только раз в неделю. Я уверен, что для большинства из вас наша сегодняшняя история – это неприятное открытие. Я сам, честно говоря, до конца не осознавал степень безумия и беззакония.
Алексей Навальный прямо сейчас находится в этом месте не потому, что он преступник, а потому, что он не нравится Путину. Он находится там, потому что не умер после попытки отравления. Он находится там, потому что посмел вернуться в Россию. Потому что много лет, сидя на этом самом месте, в студии, где я сижу прямо сейчас, рассказывал всем вам правду про коррумпированный путинский режим. Про партию вредителей, жуликов и воров, про президента, который вцепился в свое кресло, чтобы бесконечно долго воровать и обогащаться. Свободу Алексею Навальному!